Глава 706. Сокровище нефритовой коробки. Благодаря использованию молниеносного движения Хань Ли мог перемещаться на 50 км за раз. Затем он остановился на мгновение и немного передохнул, а затем надел кроваво-красный плащ и продолжил свой полет, превратившись в полоску малинового света. Пролетев 500 километров, он увидел племя Мауланей, состоящее из десятков тысяч смертных. Он остановился со слабым волнением в сердце. Когда он был в секте дрейфующего облака, он обсуждал войну между воинами-заклинателями и культиватором Небесного Южного региона со своими товарищами по секте. Хотя обычные смертные из племен Мауланей не могли культивировать духовые техники, во время войны воины-заклинатели использовали временные отряды смертных, чтобы захватить месторождения духовных камней и духовные источники, поскольку культиваторы Небесного Южного региона были слишком заняты, чтобы охранять их. Таким образом, воины-заклинатели Маулани никогда не возвращались с пустыми руками, даже если отступали, в конце концов. Конечно, Союз 9 наций хорошо знал о грабежах, но они не могли позволить себе заботиться об этих ресурсах во время войны. Если бы они оставили некоторых культиваторов охранять эти районы, у них было слишком мало культиваторов, так что высокоранговые воины-заклинатели легко могли уничтожить их. Если бы было слишком много культиваторов, это было бы в ущерб основному полю битвы. Единственный возможный вариант — подождать, пока эти районы будут захвачены, а потом вернуть их, потому что смертных было легко убить. К сожалению, Маулани ничуть не интересовала гибель смертных. Как только группа была истреблена, они немедленно отправляли другую, меняя жизни смертных на драгоценные ресурсы. Кроме того, они иногда ставили ловушки и наносили большие потери культиваторам, пытающимся вернуть эти районы. После потерь многих культиваторов Союз 9 наций закрыл глаза на эти места. Несмотря на это, смертные племени Мауляней все равно не могли собрать много материалов или добыть много духовных камней. Они только продвигались за воинами-заклинателями так быстро, как только могли. Сейчас перед Хань Ли предстали множественные ряды телег, которые двигались в направлении Небесного Южного региона в сопровождении мужчин и женщин. Очевидно, что это было подразделение смертных, которые были направлены для сбора материалов в Небесном Южном регионе. Хань Ли завис в воздухе над ними и пронесся по ним своим мощным духовным чутьем, обнаружив одного воина-заклинателя стадии заложения основ и 3 на стадии уплотнения ци. Хань Ли немного задумался, а затем сделал жест заклинания руками. Его фигура размылась, а затем он появился перед старой тележкой. Она была заполнена обломанными копьями, а также несколькими мотыгами и другими инструментами. Взмахнув рукой, Хань Ли превратил весь инвентарь в кучу пепла, а затем сел в эту тележку без каких-либо угрызений совести. Из своих размышлений он пришел к выводу, что слишком рискованно просто так возвращаться в Небесный Южный регион, когда воины-заклинатели Маулани решили атаковать в полную силу. Хотя ему и не грозило ничего до тех пор, пока он бы не встретил высокоранговых воинов, он не мог исключать такой вероятности. На этот раз он путешествует в одиночку, а не вместе с 8 культиваторами зарождающейся души. Ему нужно было опасаться не только воинов заклинаний, но и Ван Тиньгу вместе с остальными, чтобы избежать любых смертельных столкновений. Теперь, когда он скрывался среди людей смертных, он мог спокойно путешествовать в долине Маулани несколько дней. Мало кто бы обратил внимание на группу смертных. И с учетом его нынешнего уровня культивации, его мог заметить только воин-заклинатель на поздней стадии зарождающейся души. Как только он покинет их земли, он сможет спокойно вернуться в Небесный Южный регион. Пока Хань Ли медитировал внутри тележки, он мог слышать разговоры смертных вокруг него. Диалект Мауланей отличался от диалекта, используемого людьми Небесного Южного региона, но Хань Ли уже выучил их язык из нескольких нефритовых пластинок. Благодаря его мощному духовному чутью он сумел понять большую часть этих знаний всего за пару дней и мог понимать, о чем говорили снаружи. Их беседы в основном касались того, смогут ли они произвести впечатление на великих мудрецов, и если соберут большое количество ресурсов, предоставив им возможность выделиться среди своих сверстников. Судя по их словам, смертные племени Мауланей относились с таким почтением к воинам-заклинателям, словно считали их божествами. Умереть в служении воинам-заклинателям тоже было огромной честью для них. Услышав это, Хань Ли внутренне вздохнул и провел рукой, закрывая внутреннюю часть тележки барьером лазурного света. Голоса Маулани резко остановились. «Серебряная луна, не хочешь рассказать мне о том, что тебе удалось раздобыть? Кажется, тебе удалось получить много хороших вещей». Лисица выскочила из рукава Хань Ли и приземлилась перед ним. Маленькая лисица усмехнулась. «Я не слишком уверен, насколько ценны эти предметы, но мастер должен знать». На первом этаже было много древних сокровищ, но из-за того, что я не могла скрывать свою духовную ци во время использования техники движения, я не смогла взять ни одной из них. Однако на втором этаже было 6 древних ящиков, и я взяла половину. Хех,
Сначала я думал взять большую часть, но если бы их было слишком мало, это привлекло много подозрений, поэтому я взяла только 3. Сказав это, лисица выплюнула 3 полупрозрачных нефритовых коробки перед Ханли. Затем Ханли достал из-за пазухи также нефритовую коробку. Коробки, что вытащила лисица, были такими же, что маркиз отдал ему. Ханли погладил нефритовую коробку и слегка улыбнулся. Мастер Цань Кун оставил после себя 6 нефритовых ящиков, и 4 из них находятся у меня в руках. Кажется, это было правильное решение. Серебряная луна вздохнула с облегчением и сказала: «Мастер, вы очень храбрый. Вы предприняли свои тайные действия, несмотря на то, что присутствовало так много культиваторов зарождающейся души, и заставили меня войти первой. Неужели вы не боялись, что они раскроют ваши планы?» Ханли улыбнулся и взглянул на маленькую лису. Хе-хе. Чего мне было бояться? В худшем случае я бы просто использовал кроваво-теневое уклонение, чтобы сбежать от них. Кроме того, я был почти полностью уверен, что мне это удастся. Когда я использовал духовное свечение, чтобы скрыть твой вход, никто ничего не заметил. Меня больше всего беспокоило, что ты не сможешь скрыть себя, захватив сокровища. Было бы ужасно, если бы они обнаружили тебя, но, похоже, твои техники маскировки были намного эффективнее, чем я мог себе представить. Серебряная луна спокойно улыбнулась и сказала: «Мастер, верно, шутит. Хотя техники маскировки клана Волка Серебряной Луны довольно мощные, самый важный фактор заключался в том, что я скрывала в себе духовную ци этих нефритовых коробок. Совсем другое дело, могу ли я скрыться от духовного чутья этих старых эксцентриков?» Ханли мягко улыбнулся и больше не стал вдаваться в подробности этого вопроса. Вместо этого он выпустил из своей ладони лазурный свет и опустил ее на коробку. Внезапно ящик стал испускать белое свечение. Вскоре после этого большая часть лазурного света была полностью поглощена коробкой. Затем коробка открылась, и перед Ханли предстала светло-синяя нефритовая пластинка. Ханли пристально взглянул на нее и вздохнул, а затем взял в свои руки и погрузил в нее свое духовное чутье. Маленькая лисица уставилась на Ханли, его глаза были наполнены волнением. Время шло медленно, но Ханли сохранял спокойное выражение. Серебряная луна озадаченно моргала, наблюдая за ним. Через мгновение выражение лица Ханли изменилось, и он тут же высвободил свое духовное чутье из нефритовой пластинки. Он нахмурился и пробормотал про себя. Через мгновение выражение его лица расслабилось, он спокойно убрал нефритовую пластинку и потянулся ко второй коробке, не обращая внимания на содержимое нефритовой пластинки. Хотя серебряной было это очень любопытно, она тактично промолчала по этому поводу. Ханли открыл вторую коробку, используя тот же метод, что и первый. На этот раз в коробке было искусно выточенное кольцо. Оно было тусклым и светилось черным светом. Серебряная луна удивленно спросила: «Это древнее сокровище?» Кажется, нет. Оно не испускает духовную ци. Казалось, Ханли не был уверен в том, что это было. Несколько раз окинув его взглядом и просмотрев духовным чутьем, он решительно сказал: «Материал очень странный. Вероятно, это обычный магический инструмент, но трудно сказать о его предназначении. Это всего лишь магический инструмент». В глазах Серебряной Луны мелькнуло разочарование. Ханли проявил безразличие на этот счет и не проявил ни капли разочарования. «Не волнуйся. Раз мастер Цань Кун держал его в нефритовой коробке, то этот предмет определенно имеет определенную цель. Возможно, он будет полезен в будущем». Серебряная луна наклонила голову и взволнованно сказала: «Мастер, как насчет того, чтобы посмотреть, что в 2 других коробках?» Глава 707. Встреча старых знакомых. Ханли открыл каждый из оставшихся нефритовых коробок. В одном была маленькая зеленая бутылка, в другом — камень размером с кулак, который светился фиолетовым светом. Ханли открыл зеленую бутылку и понюхал ее. Крайне острый и едкий запах проник в его нос, в результате чего Ханли скорчил гримасу. Однако он поспешно ее закрыл, поскольку содержимое напоминало яд. Отложив бутылку, его взгляд упал на фиолетовый камень. Он сжал в руке и обнаружил, что он был довольно мягкий. Сам камень продолжал светиться фиолетовым светом, создавая ослепительное зрелище. Ханли хмыкнул, а затем сконцентрировал свое духовное чутье на этом камне и стал изучать его. Через мгновение его рука внезапно задрожала, и фиолетовый камень превратился в фиолетовое облако. Оно закружило над головой Ханли, а затем упало ему в руку в своем первоначальном виде. Он, казалось, состояли из нескольких слоев блестящих фиолетовых нитей, которые были невероятно тонкими. Казалось, это было редкое сокровище.
Когда Серебряная Луна увидела фиолетовую сетку, она с изумлением заговорила: «Разве это не фиолетовое облако? Это древнее сокровище, которое было известно даже в самые древние времена». Радость мелькнула в глазах Ханли, и он взволнованно спросил: «Ты знаешь, что это? Неужели это то, что было известно, как божественное и духовное сокровище?» Серебряная Луна с энтузиазмом сказала: «Нет. Хотя фиолетовое облако — это высокоранговое древнее сокровище, ему далеко до божественного духовного сокровища. Однако оно обладает мощными оборонительными способностями. В зависимости от того, насколько хорошо оно было усовершенствовано, сокровище можно растянуть от нескольких сотен метров до нескольких километров. Это действительно редкое крупное защитное сокровище. Говорят, что наибольшее фиолетовое облако могло защитить все в пределах 50 километров. Хотя я не знаю, насколько это правда. Конечно, это также невероятно эффективно для захвата врагов. Что касается наступательных способностей, он способен высвободить истинный нефритово-солнечный огонь, чтобы сжечь врагов. След разочарования появился на его лице, но вскоре оно сменилось странным выражением: «Серебряная Луна, ты, похоже, хорошо разбираешься в этом фиолетовом облаке. Может, ты видела его раньше?» Услышав это, Серебряная Луна замолчала на мгновение, а затем она слегка улыбнулась и сказала: «Теперь, когда мастер упомянул об этом, я вспомнила фрагмент из своей памяти до того, как я стала артефактным духом. Казалось, я и правда знала об одном фиолетовом облаке». Когда Серебряная Луна заговорила об этом, ее выражение лица стало задумчивым. Затем она покачала головой и сдалась, как будто так и не смогла ничего вспомнить. «Поскольку это фиолетовое облако настолько ужасно, но я никогда не слышал о том, как мастер Цань Кун использовал это сокровище, скорее всего, он приобрел его в долине падения демонов. Жаль, что ни один из приобретенных нефритовых коробок не обладал какой-либо информацией о долине. Очевидно, она должна быть в одной из тех коробок, что осталось у маркиза Наньлуна». Как не повезло, Ханли усмехнулся и не выглядел расстроенным. Он прекрасно понимал, что у него будет возможность приобрести больше сокровищ, если он приобретет секреты долины падения демонов. В то же время он бы стал огромной мишенью. Если бы эта информация была разглашена, то много великих держав и эксцентриков стали бы гоняться за ним. Трудно было сказать, было бы это преимуществом или неприятностью. Серебряная Луна не удержалась и спросила: «Мастер, а разве в той нефритовой пластинке не было информации о долине?» Ханли ответил ей равнодушным тоном: «Там было искусство культивации мастера Цань Куна и его секретные техники. Хотя я не могу культивировать его искусство культивации, есть несколько секретных техник и несколько указаний о культивации, которые могут быть мне полезны». Когда Серебряная Луна услышала это, она разочарованно вздохнула. В этот момент Ханли убрал все предметы и коробки, закрыл глаза и начал медитировать. Серебряная Луна приблизилась к нему и легла рядом. Затем она открыла свои яркие черные глаза и стала безмолвно смотреть в пустой уголок телеги. Пока армия смертных из племени Маулани медленно продвигалась, прошло 2 дня. За это время 2 группы воинов-заклинателей провели обыск армии. Однако Ханли и Серебряная Луна не были обнаружены, поскольку им было легко скрыть свое присутствие от воинов-заклинателей. Поскольку телега, в которой был Ханли, не было ничего ценного, ни один из мауланских смертных не удосужился ее проверить. После того, как армия покинула долину Мауланей, Ханли тайно покинул ее вместе с Серебряной Луной. Он двинулся по маршруту, отличному от маршрута армии, направляясь прямо в небесный южный регион. Благодаря своему мощному духовному чутью Ханли мог обнаружить любых воинов-заклинателей в радиусе 50 километров, что позволило ему легко избегать их, плавно продвигаясь через пустыню и в государство Фэньюань, которое входило в Союз 9 наций. Государство Фэньюань было одной из 3 стран, наиболее близких к долине Мауланей. Горы на их границе представляли собой гарнизоны с культиваторами Союза 9 наций. Однако, проведя в государстве Фэньюань несколько дней, Ханли не встретил ни одного культиватора, зато встретил множество патрулей воинов-заклинателей. Было ясно, что Союз 9 наций сочли свое первоначальное сражение против воинов-заклинателей невыгодным и решили отступить на время. Истинное сражение еще не началось. Недолго думая, Ханли решил спешить через особенно опустошенную область. 4 дня он летел, не поворачиваясь, как вдруг взглянул на маленькую гору с выражением шока на лице. Вскоре его лицо несколько раз изменилось в выражениях. Еще мгновение назад он заметил область с мощными духовными колебаниями ци, в которой можно было почувствовать злобные намерения. Было ясно, что там происходила битва между высокоранговыми культиваторами. Поскольку здесь происходило сражение, вероятно, оно было между культиваторами и воинами-заклинателями. Присмотревшись, Ханли обнаружил, что там было 5 воинов на стадии формирования ядра, которые сражались против эксцентрика зарождающейся души.
Среди этих воинов на стадии формирования ядра Хань Ли обнаружил несколько людей со знакомой ему аурой. Однако, немного подумав, Хань Ли так и не смог понять, кто это, в результате чего он не смог подавить свое любопытство и решил подлететь поближе. Благодаря своим исключительным техникам движения Хань Ли смог мгновенно преодолевать это небольшое расстояние. Как только он прибыл, он увидел, что небо покрыто вспышками различного, а повсюду раздавались взрывы. Было очевидно, что ожесточенная битва была в самом разгаре. 5 культиваторов на стадии формирования ядра сражались с воином-заклинателем на ранней стадии зарождающейся души. Хотя 5 культиваторов формирования ядра сражались в полную силу и в совершенстве контролировали свои магические сокровища, воин-заклинатель побеждал их. На его лице было серьезное выражение. Хотя он не выпустил своего собственного магического сокровища, его фантастические техники и высокий уровень культивации позволяли ему легко справиться с ними. Если бы среди культиваторов стадии формирования ядра не было великолепной культиваторши, то воин-заклинатель зарождающейся души уже давно их прикончил. Хотя Хань Ли вроде узнал эту женщину, он сосредоточился на одном толстом старике среди культиваторов. Вокруг старика клубилась серебряная молния и контролировал огромное магическое сокровище в виде меча, которое неоднократно излучало молнию. Он был самым сильным среди группы из 5 человек. Хань Ли узнал этого старика и пробормотал: «Это он». Какие в этом мире потрясающие совпадения! Казалось, после столь длительного сражения воин-заклинатель потерял терпение и яростно посмотрел на великолепную женщину. «Девочка, кажется, ты не веришь моим добрым намерениям. Если бы мне не требовался сосуд для культивации, я бы не пощадил тебя. Если ты не отдашься мне, не обвиняй меня в том, что я безжалостен». Сказав это, он выплюнул желтое перо. Оно засветилось ярким светом, и, казалось, на нем было что-то еще. Воин-заклинатель тут же взял его в свои руки. Когда толстый старик и другие увидели это, они тут же изменились в лицах, поскольку поняли, что им нечего ждать ничего хорошего. Они прекрасно понимали, что воин-заклинатель сдерживался, но они не смели отступать поодиночке. Их шансы на выживание были бы еще хуже, чем пока они сражались с ним все вместе. Таким образом, все 5 горько проклинали его в голове и продолжали атаковать его из последних сил. На какое-то время мощь их магических сокровищ значительно увеличилась, и они смогли насильно отбить желтый туман, испускаемый воином-заклинателем, и восстановить часть своей силы. Однако это только разъярило воина-заклинателя. Он бросил перо в воздух и выплюнул в магическое сокровище туман желтой ци, а затем начал произносить заклинание. Перо задрожало на мгновение и направилось в сторону культиваторов. Внезапно в воздухе раздался громкий свисток, и в направлении, в котором перевернулось перо, последовал мощный желтый шторм. В одно мгновение шторм превратился в 100-метровый торнадо и полностью поглотил 5 культиваторов формирования ядра. Глава 708. Закованные духовные земляные драконы. Ужасающий шторм заставил магические сокровища содрогнуться. Казалось, шторм ограничил их движение, в результате чего они не могли освободиться. Лысый воин-заклинатель ухмыльнулся при виде этого: «Если ты не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Как безрассудно. «Не жди, что я остановлюсь, когда я зашел так далеко», — лысый воин-заклинатель взмахнул рукой, и в воздухе внезапно появилась огромная рука из желтых крыльев. Затем он попытался схватить ей ту красивую женщину. Воин-заклинатель планировал сначала схватить женщину, чтобы убедиться, что она жива, а затем мгновенно уничтожить остальных 4, чтобы полностью продемонстрировать свою силу. Женщина попыталась воспользоваться своим магическим сокровищем, чтобы заблокировать огромную руку, но шторм не позволил ему вырваться из-под контроля. Не имея возможности контролировать его, она была не способна спасти себя, в результате чего ее лицо побледнело. Хотя 4 культиватора хотели спасти женщину, они были дезориентированы из-за ветра и снесены в сторону. Только толстый старик с самым высоким уровнем культивации среди всех мог лучше справиться с этим. Он тут же взмахнул рукой и выпустил разряд молнии, длиной в метр, ударяя по гигантской руке из крыльев. Однако атака была совершенно неэффективной. Когда желтая рука была всего в 3 метрах до того, чтобы схватить женщину, она внезапно исчезла. В тот же момент воин яростно стиснул руку. Буря, которая захватила культиваторов формирования ядра, внезапно ослабела и исчезла. Казалось, будто то, что произошло только что, было всего лишь иллюзией. Группа культиваторов тревожно переглянулись между собой и перевели взгляд на лысого воина-заклинателя. Однако он сердито смотрел в пустое место. На лицах культиваторов было удивление. Воин-заклинатель вдруг яростно закричал: «Раз ты такой смелый, что остановил мою технику, почему ты все еще скрываешь себя?» Казалось, он больше не обращал внимания на культиваторов формирования ядра.
Внезапно раздался мужской голос. «Я не прячусь, просто ты не можешь меня увидеть с твоим нынешним уровнем культивации. Кажется, ты только недавно вошел в стадию зарождающейся души. Ты намного слабее других воинов-заклинателей, что я видел». В лазурной вспышке перед ними появился юноша с совершенно обычной внешностью. Когда он увидел 5 культиваторов отчаянной ситуации, он тут же выпустил лазурный меч в направлении пера. В следующее мгновение ветер растворился. 5 изначально были встревожены внешностью Ханьли, но, почувствовав, что он находится на стадии зарождающейся души, обрадовались, поскольку это означало спасение их жизней. Женщина-культиватор незамедлительно поклонилась и проговорила с почтением. Имя младшей — Ниинь. «Большое спасибо вам за спасение». Ниинь. Услышав это имя, Ханьли тут же вспомнил ее. Однако некогда было сейчас с этим разбираться, поэтому он просто махнул им рукой, когда женщина прекратила приветствие. Женщина и старик, похоже, не узнали его. И в этом не было ничего удивительного. С тех пор, как они виделись в последний раз, прошло 200 лет. С этой мыслью Ханьли перевел взгляд на воина-заклинателя и сказал: «Раз ты еще здесь, значит, ты хочешь принять бой?» Услышав это, воин-заклинатель яростно улыбнулся и сердечно рассмеялся. «Да ты и сам только на ранней стадии зарождающейся души. Хотя ты говоришь довольно смело, я обязан продемонстрировать свои способности». Сказав это, лысый воин-заклинатель сделал жест руками, а затем щелкнул пальцем, выбив 2 блестящих желтых гранулы. Ханьли был слегка удивлен этим, но не стал придавать этому особого значения. Он просто прищурился и стал наблюдать за этим с большим интересом. Воин-заклинатель был в восторге от того, что Ханьли бездействовал и быстро произнес заклинание. Его тело тут же покрылось желтыми облаками. Внушительным голосом он тихо крикнул: «Встань!». Когда Ханьли услышал это, его сердце дрогнуло. Он в ожидании огляделся по сторонам, но ничего не увидел. Внезапно он услышал странный грохот из-под земли. Постепенно грохот нарастал и становился все громче. Ханьли погрузил в землю свое духовное чуть и крайне удивился. Недолго думая, он взмахнул рукой и вытащил из рукава 2 10-метровых лазурных меча. Ханьли нахмурился. Хотя мечи атаковали землю, это было неэффективно. С шелестом ветра 2 40-метровых рогатых желтых дракона вылетели из-под земли и метнулись в направлении лысого воина-заклинателя. Затем они стали кружить вокруг него, защищая. Что это? Ханьли был поражен, обнаружив, что оба жутких дракона были сделаны из земли, но двигались и выглядели как живые. Аура живого существа, казалось, исходила из гранул на их головах. Она пульсировала ярким светом, высвобождая демоническое желтое сияние. «Хех, ты первый, кто станет свидетелем могущества моих закованных духовных зверей. Вперед!» Яростно прокричал воин-заклинатель и сделал жест заклинания руками. Драконы тут же метнулись в направлении Ханьли. Ханьли нахмурился и слегка вздохнул. Он открыл рот и выплюнул окалину небесного ледяного пламени. Окалина разделилась надвое и метко попала в голову каждого из земляных драконов. Пламя затрещало и мгновенно окутало земляных драконов слоем льда. Ледяные скульптуры остановились в 10 метрах перед Ханьли, а затем рухнули на землю. За этим последовало 2 ярких взрыва лазурного света. Оба замерзших дракона были разрублены мечами Ханьли. Затем он взмахнул рукой и приманил к себе 2 гранулы из голов драконов. Мельком взглянув на них, он убрал их в сумку. Ханьли неторопливо сказал: «Может, у тебя есть другие способности? Пожалуйста, не стесняйся использовать их. Я хочу увидеть истинную силу духовных техник заклинаний». На мгновение в желтых облаках воцарилось молчание. Воин-заклинатель был потрясен тем, с какой легкостью Ханьли уничтожил его драконов. Спустя мгновение угрюмый голос воина-заклинателя снова раздался из желтых облаков. «Из какой ты секты? Могу ли я узнать имя столь выдающегося культиватора? Кажется, что ты не подходишь ни под одно описание известных культиваторов. Только не говори, что ты вошел в стадию зарождающейся души за последние 100 лет». На последнем вопросе голос воина сорвался на вопль. «Я неизвестный человек. Даже если я назову его тебе, оно тебе ничего не даст. Если ты не намерен атаковать, это не значит, что я собираюсь сдерживаться». Выражение лица Ханьли стало мрачным. Он похлопал рукой по сумке для хранения духовных зверей, выпустив оттуда бесчисленное количество золотых прожорливых жуков. Это были чистые золотые прожорливые жуки, которые Ханьли долгое время разводил. Это был первый раз, когда Ханьли использовал их против врага. Он хотел проверить, насколько они эффективны против противника стадии зарождающейся души. Золотые прожорливые жуки. Они у тебя в таком количестве. К большому удивлению Ханьли,
воин-заклинатель знал об этих насекомых. Не говоря ни слова, воин-заклинатель метнулся в небо полоской желтого света и поспешно покинул поле боя. Хань Ли смутило его внезапное отступление, но он не стал его преследовать. Он не был уверен, что сможет уничтожить воина-заклинателя стадии зарождающейся души, который был полностью сосредоточен на бегстве. Против такого культиватора даже техники молниеносного движения было недостаточно. Однако то, что он знал о золотых прожорливых жуках, несмотря на несколько низкий уровень культивации, было очень удивительно. Хотя Хань Ли почувствовал себя несколько озадаченным, он не стал заморачиваться по этому вопросу и убрал своих жуков. Затем он подлетел к культиваторам формирования ядра со спокойным выражением на лице. Перед тем, как Хань Ли приблизился к ним, толстый старик взял на себя инициативу, вылетел вперед и глубоко поклонился ему. «Большое спасибо за вашу помощь, старший. Может ли младший узнать ваше уважаемое имя? Этот младший — это Лэй Ваньхе. Боюсь, у нас не хватит слов благодарности». Помимо Ниянь, которая представилась раньше, другие тоже начали приветствовать Хань Ли с благодарностью и уважением. Ши Циюнь из секты Гигантского меча, Тань Мингхуа из секты Маскирующейся луны, Цань Хуан из Небесной императорской крепости отдают свое почтение старшему. Глава 709. Шок Лэй Ваньхе. Старший. Хань Ли погладил свой подбородок, а на его лице появилось странное выражение. Толстым стариком был старший боевой дядя Лэй, у которого он выменил формулу лекарственных таблеток. Хотя тот просто соблюдал общие обычаи мира культивации, Хань Ли все равно нашел это весьма забавным. Когда Хань Ли до этого встречался с великолепной женщиной по имени Ниянь, она была его старшей боевой сестрой, которую он защитил от старшего боевого брата Лу еще во время его пребывания в долине Желтого Клена. Хотя Хань Ли больше с ней не виделся, он много слышал о ее способностях и красоте. Еще тогда множество мужчин желали ее. Хань Ли никак не ожидал, что после стольких лет она сформирует золотое ядро. Хань Ли молча рассматривал Лэй Ваньхе и Ниянь какое-то время с задумчивым выражением. Лэй Ваньхе почувствовал себя озадаченным. Мало того, что этот старший выглядел чрезмерно молодым, по какой-то неизвестной причине Лэй Ваньхе нашел его лицо довольно знакомым, будто он видел его раньше. Это было для него шоком, и он невольно почувствовал страх. Когда Ниянь взглянула на Хань Ли, у нее в глазах мелькнуло недоумение. Хань Ли не желал тратить больше времени на молчание и сказал: «Кажется, боевой дядя Лэй действительно меня не помнит. Однако формулы лекарственных таблеток, которые ты мне дал, очень помогли мне». Когда Лэй Ваньхе услышал, что Хань Ли назвал его боевым дядей, у него отвисла челюсть. Услышав упоминание формулы лекарственных таблеток, он, казалось, что-то вспомнил и начал изумленно заикаться: «Боевой дядя. Формулы таблеток. Ты. Когда другие услышали это, они тоже были ошеломлены. Этот старший зарождающейся души фактически назвала Лэй Ваньхе боевым дядей. Все они пришли в замешательство от этого. Но когда Ниянь услышала его, она еще раз удивилась и спросила: «Ты ученик боевого дяди Ли, Хань Ли? Младший боевой брат Хань?» Ее голос звучал так, будто она не верила своим словам. Хань Ли был приятно удивлен. «Не ожидал, что ты помнишь меня». Когда Хань Ли был культиватором стадии уплотнения Ци, из-за его низкого статуса и низкого уровня культивации, его по-настоящему лишь немногие. Но с тех пор, как он выжил испытание кровью и огнем и успешно стал учеником Ли Хуаюня после входа в стадию заложения основ, многие проницательные люди обратили на него внимание. Эта старшая боевая сестра Ни была одной из них. После того, как 6 сект дьявольского Да вторглись в государство Юэ, его репутация выросла среди учеников младшего ранга, благодаря тому, что он смог убить множество культиваторов своего ранга дьявольского Да. Хотя с тех пор она не видела его лица, он произвел на нее глубокое впечатление. Теперь, когда он появился перед ней, ничуть не изменившись, он выкрикнула его имя от удивления. «Ты действительно боевой племянник Хань?» Лэй Ваньхе почувствовал, что у него в горле пересохло от удивления. Стоит сказать, что в мире культивации могло произойти все, что угодно. Выдающиеся ученики превосходили своих мастеров, однако то, что культиватор стадии заложения основ стал эксцентриком зарождающейся души за столь короткий промежуток времени, могло ввести в ступор даже столь же опытного человека, такого, как Лэй Ваньхе. Хань Ли оглянулся и спокойно сказал: «Боевой дядя Лэй, нет нужды удивляться. Однако это не место для разговора. Давайте поговорим по дороге». Выражение Лэй Ваньхе дрогнуло несколько раз, и он горько усмехнулся: «Я не смею согласиться с титулом боевого дяди. С тех пор, как старший Хань уже вошел в стадию зарождающейся души, теперь я ваш младший». В его словах слышалась все та же интонация почтения, как и в самом начале.
Неважно, кем Хань Ли был в прошлом, его нынешний уровень культивации был далеко за пределами его собственных. Он не смел обращаться к нему неподобающим образом. Другие 3 культиватора, наконец, поняли отношения между Хань Ли и Лей Ваньхе. Переглянувшись между собой, на лице каждого из них появились странные выражения. Хань Ли не очень обрадовался. Немного помолчав, он кивнул головой. «Раз так, тогда я не буду вежлив. Давайте немедленно отсюда уходить. Ваша скорость медленная, поэтому я заберу вас». Сказав это, Хань Ли похлопал по своей сумке для хранения, и в руке появился маленький, изысканный предмет. Как только он выбросил его в воздух, перед ними вспыхнул красный свет. Под управлением заклинаниями небесная ветряная колесница быстро увеличивалась и становилась более 30 метров в ширину. «Залазьте в колесницу», — строгим голосом сказал Хань Ли. У Лэй Ваньхе и остальных, естественно, не было никаких возражений, и все они тут же залезли в колесницу. Как только Хань Ли вошел в колесницу, он начал наполнять ее своей духовной силой. Немного задрожав на мгновение, она прорвалась сквозь небо в виде полоски белого света. Скорость колесницы привела всех в восторг. На этой скорости воины-заклинатели не смогли бы их преследовать, избавив их от беспокойства. Находясь внутри колесницы, Хань Ли небрежно спросил: «Господа даосисты, государство Фэньюань должно было уже попасть в схватку воинов-заклинателей. Почему вы были там и как вы оказались заблокированы воином-заклинателем зарождающейся души? Если бы я не принял меры, вам бы было невозможно сбежать». Услышав это, все 5 переглянулись между собой. Очевидный лидер Лей Ваньхе немного поколебался и сказал: «Старший может не знать этого, но мы не действовали по нашей свободной воле. Нам приказал Союз 9 наций выполнить важную задачу. В результате мы были заняты в течение нескольких дней и присутствовали во время вторжения мауланей. У нас не было другого выбора, поэтому мы могли только выбрать дальний маршрут и попытаться облететь их, однако мы встретили нескольких низкоранговых воинов-заклинателей на этом пути, и нам пришлось убить их. Кто мог знать, что неподалеку был воин-заклинатель стадии зарождающейся души? Как только мы убили их, он нас обнаружил. Хотя мы были ему не равней, и если бы рассредоточились, мы бы погибли еще раньше. Поэтому мы решили сделать все возможное. По воле случая мы попались старшему Ханю на пути, иначе бы наш конец был неизбежен». Произнеся эту речь благодарности, Лей Ваньхе снова взглянул на боевого племянника Ханя. Казалось, он все еще не верил своим глазам. Услышав это, Хань Ли потерял интерес и равнодушно проворчал. Спустя мгновение он спросил: «Господин даосист Лэй, мой мастер Ли Хуайюань, с ним все хорошо?» Поскольку не было никакого смысла скрывать это дело, Лей Ваньхе честно ответил: «Старший хан, младший боевой брат Ли умер 100 лет назад в войне с воинами-заклинателями мауланей. Его жена не смогла пробиться к средней стадии формирования ядра и умерла». Его слова потрясли Хань Ли, и на его лице появились следы печали. Затем он спросил: «А мои боевые братья?» Лэй Ваньхе вздохнул и сказал: «Нет, хотя 3 ученика младшего боевого брата Ли были необычайно склонны и вошли в ложную стадию формирования ядра, им суждено не было сформировать золотое ядро». Хань Ли замолчал на мгновение. В его сознании появились лица Юкуна, Сун Мэна, Чжун Вэйняня и других. В его голове стали мелькать воспоминания из прошлого. Через мгновение он глубоко вздохнул. Поскольку его боевые братья и сестры не смогли сформировать золотое ядро, не было больше смысла спрашивать о них. Вероятно, они умерли во время медитации. Его время, проведенное в долине Желтого Клена, казалось, что все это произошло во сне. В этот момент Ниянь внезапно сказала: «Старший Хань, тебе бы хотелось воссоединиться с долиной Желтого Клена». Хань Ли поднял лоб и ответил: «Меня это не интересует. Я уже стал старейшиной секты дрейфующего облака Альянса Небесного Да, и я доволен там всем». Разочарование появилось на лице Ниянь, а лицо Лей Ваньхе дрогнуло. Что касается остальных 3, они не смели говорить, поскольку они были незнакомы с Хань Ли. Немного поколебавшись, Ниянь спросила: «Может, старший узнает Сяо Цуйера?» Хань Ли был ошеломлен на мгновение и спросил: «Сяо Цуйер?» «Конечно, я знаю, ты знаешь эту маленькую девочку». В тот же момент на ум ему пришла внешность этой молодой девушки. Глава 710. Информация о Наньгун Ван. У Хань Ли было хорошее впечатление о молодой девушке, которую он рекомендовал присоединиться к долине Желтого Клена. Но вскоре он вспомнил старика, который принял ее себе в ученики, старшего боевого брата Ма. Вспомнив это, он почувствовал печаль. Этот старик не смог сформировать золотое ядро, учитывая его возраст, но именно он был самым близким другом Хань Ли в долине Желтого Клена. Скорее всего, он уже скончался.
Ниянь проговорила с улыбкой на лице. Младшая боевая сестра Сяо больше не маленькая девочка. Она замужем и уже несколько десятков лет назад вошла в стадию формирования ядра. Придя в себя от удивления, Хань Ли улыбнулся и сказал: она также вошла в формирование ядра. Это удивительно. Ниянь мягко сказала: я слышала, как младшая боевая сестра Сяо несколько раз рассказывала, как старший ввел ее в секту. Она всегда испытывала благодарность за заботу старшего Ханя. Улыбка Хань Ли исчезла, и он равнодушно сказал: тогда я просто познакомил ее со старшим боевым братом Ма, потому что у нее были неплохие способности, не более того. Теперь все это в прошлом. Ниянь и Лей Ваньхи переглянулись между собой с горькой улыбкой на лице и замолчали, после неудачной попытки заставить Хань Ли присоединиться к секте. Естественно, что они догадывались о причине, по которой Хань Ли не хотел возвращаться в секту. Тогда все основные ученики присоединились к Союзу 9 наций, но Хань Ли среди них не было, потому что он был лишь обычным учеником стадии заложения основ. Из него сделали приманку и бросили. Неудивительно, почему он чувствовал себя настолько отрешенным от долины Желтого Клена и не собирался возвращаться. Поскольку им нечего было сказать лучше, Хань Ли внезапно обратился к культиватору из секты маскирующейся луны. «Ты знаком с культиваторшей по имени Наньгун Ван? Как она теперь?» Голос Хань Ли внезапно стал мрачным. Мужчина средних лет по имени Тань Минхуа был удивлен, но ответил с почтением: старший знает боевую тетю Наньгун. В настоящее время она очень успешна и наблюдает за сектой». Хань Ли очень удивился и не смог скрыть следы радости на лице. Боевая тетя? Она уже вошла в стадию зарождающейся души. Боевая тетя Наньгун успешно вошла в стадию зарождающейся души более 100 лет назад, и теперь она старейшина нашей секты. Этот старый друг боевой тети Наньгун? Хань Ли вздохнул, а его глаза потускнели. Старый друг? Можно и так сказать. В прошлом твоя боевая тетя оказала мне огромную услугу, и я всегда хотел встретиться с ней снова. Жаль, что у меня не было возможности сделать это. Хех. Хотя боевая тетя Наньгун редко видит гостей, старшему будет легко ее увидеть. Через 3 месяца боевая тетя Наньгун выходит замуж за старейшину Вея из секты блуждающего разума. После церемонии компаньона Даа они станут парными культиваторами. Изначально на этот праздник приглашены только высокоранговые культиваторы из Союза 9 наций, но раз старший ее друг, он обязательно. Хань Ли почувствовал, как его гул в голове, и он ничего не слышал, сказал тот культиватор. Он вдруг пристально взглянул на него и спросил холодным тоном: «Церемония компаньона Даа?» Да, она планирует выйти замуж за старейшину Вейлихена и секты блуждающего разума, который сформировал зарождающуюся душу 300 лет назад и обладает глубокими способностями. Он гениальный культиватор, вышедший не из Южного Небесного региона. Обе наши секты потратили много усилий, чтобы сделать этот вопрос возможным. Ледяное выражение Хань Ли испугало культиватора средних лет. У него начали возникать всевозможные странные мысли, но под ледяным взглядом Хань Ли он не мог не продолжать говорить. На лице Лэй Ваньхе и других появились странные выражения. Даже идиот мог сказать, что отношения Хань Ли и Наньгун Ван состояли в необычных отношениях. Почему еще бы у Хань Ли была такая сильная реакция, услышав это? Однако ледяное выражение Хань Ли вскоре внезапно исчезло. С нежным тоном он сказал: «Господину Тань нечего бояться. У меня нет злых намерений. Я просто услышал, что старая моя любовь вот-вот станет чужой женщиной, и это несколько обеспокоило меня. Теперь, когда я знаю об этом, я, естественно, должен поздравить ее». Культиватор секты маскирующейся луны вздохнул с облегчением, увидев спокойную реакцию Хань Ли. Однако Хань Ли ответил с легкой улыбкой. Остальные в колеснице также успокоились. В конце концов, 6 сект государства Юэ теперь были практически единым существом. Они, естественно, не хотели, чтобы разгорелся какой-то конфликт. После этого Хань Ли задал еще несколько вопросов, связанных с 6 сектами государства Юэ. Поскольку эти вопросы не были так уж важны, все 5 легко ответили на них. Но когда он услышал, что боевой предок долины Желтого Клена достиг конца своей жизни, Хань Ли на мгновение нахмурился и быстро развел лоб, словно не слышал этого. Хань Ли вдруг вспомнил что-то и спросил: «Ах, да, у боевой тети Наньгун была младшая сестра по имени Наньгун Бин. Она также должна была культиватором секты маскирующейся луны». Культиватор среднего возраста вдруг смутился и спросил: «Наньгун Бин?» Старший, должно быть, что-то не так понял. Боевая тетя Наньгун Ван всегда была единственным ребенком. Я никогда не слышал о младшей сестре. Может, вы ошиблись? Услышав это, Хань Ли был ошеломлен. Глубоко вздохнув, он спросил: «Наньгун Бин из твоей секты, неужели ты ее не помнишь?»
Тань Минхуа криво улыбнулся. Если бы она действительно принадлежала к нашей секте, я бы знал об этом. Я могу с уверенностью сказать, что в нашей секте нет такой женщины. С изумленным выражением Лей Ваньхе перебил его. Да, Сид Тань дело говорит. Мы бы знали, если бы существовал такой культиватор формирования ядра в секте маскирующейся Луны. Откуда старший узнал об этом человеке? Кажется, произошло недоразумение. Хотя Хань Ли сказал это, он был ошеломлен, казалось, был в недоумении. Хань Ли теперь знал, что Наньгун Бин не была младшей сестрой Наньгун Ван, а на самом деле и была Наньгун Ван, только в ее внешности произошли какие-то изменения. Неудивительно, почему она не обращалась с ним так безжалостно, или почему у нее было такое странное выражение, когда они расходились. После этого Хань Ли полностью потерял интерес к дальнейшему обсуждению и просто вел колесницу с мрачным выражением на лице. Когда другие увидели, что старший Хань потерял хорошее настроение, они не осмелились продолжить разговор. На какое-то время в небесной ветряной колеснице воцарилась тишина. Менее чем через полчаса Хань Ли остановил колесницу на какой-то безымянной горе. Хань Ли встал и спокойно сказал: «Нам придется расстаться здесь. Это место находится всего в одном дне пути от границы государства Фэньюань. Здесь должно быть безопасно. У меня есть свои дела, так что вынужден оставить вас». Лей Ваньхе и другие не осмелились возразить и просто поблагодарили Хань Ли еще раз за спасение своей жизни, а затем покинули колесницу. Хань Ли больше не сказал ни слова и быстро повернул колесницу, исчезнув в мгновение ика на горизонте. Более старый культиватор Небесной имперской крепости по имени Цань сказал, увидев, как колесница отъехала: «Это правда, что старший Хань был учеником твоей долины Желтого Клена и был твоим боевым племянником в прошлом?» Лей Ваньхе нахмурился и раздраженно сказал: «Разве я похож на того, кто любит говорить пустые слова?» Хотя его жизнь была спасена Ханпли, культивация его боевого племянника теперь значительно превысила его собственную, и он стал настоящим старшим. Учитывая, насколько он должен быть осторожен, он не мог не быть в плохом настроении. Хех. Брату Лею не нужно сердиться. Я просто нашел это странным. В этом случае старшему Ханю столько же лет, что и госпоже Не. «Госпожа Не, как долго ты культивируешь?» Серьезным тоном спросил культиватор Цань. Словно понимая, что именно он спрашивал, Ниянь ответила с удивленным выражением на лице: «Я культивировала в течение 200 лет, прежде чем достигла ранней стадии формирования ядра». Культиватор Цань потер подбородок и строго сказал: «Кажется, старший Хань смог сконденсировать зарождающуюся душу всего за 200 лет. Вы же знаете, что это значит». Культиватор из секты Гигантского Меча невольно вскликнул от удивления. «Ты хочешь сказать, что?» Культиватор Цань торжественно сказал: «Верно. Вполне возможно, что этот человек может достичь стадии божественной трансформации. Прошло уже несколько десятков тысяч лет назад с того момента, как это происходило в последний раз. Хотя культиваторы, которые достигали стадии божественной трансформации, вскоре исчезали из этого мира, каждый из них был непревзойденным в течение короткого промежутка времени. Даже если бы все культиваторы Небесного Южного региона объединились, они не смогли бы противостоять культиватору на ранней стадии божественной трансформации.